Всем привет! С вами Кирабзор и самые ожидаемые сериалы июля 2020. Месяц обещает быть серединка на половинку. Стопроцентных хитов мало, однако более-менее любопытные проекты все-таки удалось наскрести. На безрыбье и сериал о стриптизершах «Рыба». Но обо всем по порядку. Открыла мой телевизионный июль «Монахиня-воин» от Netflix. Фэнтези основана на американском комиксе в японском стиле «Монахиня-воин» Ариала. Бен Дан рисовал его с 1994 по 2002 годы, и критиковали автора тогда со всех сторон. Католики были недовольны использованием их символов в контексте излишнего насилия и эротизма, а противники церкви – позитивной оценкой ее влияния на мир. С самого начала Дан пытался запустить аниме, но с финансированием не сложилось, даже краудфандинг не помог. Спустя 7 лет была еще одна попытка и снова провал. В результате всех мучений осилили только опенинг. В 2015 году канадцы задумались о создании фильма, даже трилогии. Но пока они раскачивались, Netflix объявил о разработке сериала. Естественно, с таким гигантом конкурировать бесполезно. И фильмы тоже канули в лету. Но, как по мне, все к лучшему. Итак, о чем же сама история? 19-летняя Ава Сильва страдает тетраплегией, то есть у нее паралич всех 4 конечностей и туловища. И вот однажды она просыпается в морге с непонятной светящейся меткой на спине и открывает в себе сверхъестественные способности. Секретный монашеский орден признает ее носительницей нимба и отправляет на борьбу с демонами. В главной роли португальская актриса Альба Батиста. Это ее первая работа на английском языке, а съемки проходили в Испании. Кстати, я уже начал смотреть. Очень круто. Только внутренний голос девушки подбешивает. На следующий день Netflix показал японский хоррор «Проклятие. Начало» по мотивам популярной и уже заколебавшей кинофраншизы. Сиквел на приквеле, приквел на сиквеле. Качество этой версии не впечатляет, но атмосфера в трейлере и правда жуткая. В то же самое время сервис выпустил продолжение драмы-триллера «Ханна». Ремейк полнометражки 2011 года о провальном эксперименте ЦРУ по созданию суперсолдата. После зачистки в живых осталась лишь девочка Ханна. Старый наемник укрыл ее в польских лесах и научил выживать. Но она выросла и захотела узнать правду о своем происхождении. И что делать? Не к Малахову же идти. 26 лет заперти. 42-летняя Надежда Бушуева с 15 лет не выходит из дома, спит на покрывале из мертвых кошек, питается кошачьим кормом и протухшей едой. Авторы телеадаптации посчитали первоисточник неестественно маскулинным и решили сделать больший акцент на женских персонажах. Получилось у них или нет, не знаю, не видел ни то, ни другое. 10 июля Apple TV Plus продемонстрирует «Голосок» – слащавую мелодраму о сомневающейся во всем начинающей певице. Судя по всему, она будет искать свой путь в жизни и растирать сопли по экрану до самой последней серии. Задумчиво и романтично, в обнимку с пледиком и лабрадорами. Вот мы и подобрались к самому горячему номеру месяца – драме «Долина соблазна» на канале Starz. Или «Долина К», то есть кисок, так как на английском авторы не хотели никого провоцировать и сократили оригинальное название Pussy Valley до P Valley. Очевидный трэш и, вероятно, скучный. Но тему стриптизерш нельзя обойти стороной. Аж 90-ми повеяло. Девчули пашут у шеста до потери сознания, а дома их еще и бойфренды колотят от души. Жизнь не сахар. Пот и слезы вперемешку с паническими атаками.
Да, рассказывать тут особо нечего. Можно было бы ограничиться постером. Но почему я должен страдать в одиночестве? Вот, попробуйте развидеть владельца заведения дядюшку Клиффорда. Oh my! В середине месяца на стриминговый рынок выйдет новый игрок – Peacock. И нет, это не что-то неприличное, просто павлин на английском. Еще одна площадка, на этот раз от американского конгломерата NBC Universal. Да сколько можно? Остановитесь! На старте у него как минимум два интересных проекта, и безусловный фаворит среди них – антиутопия «О дивный новый мир». Экранизация известного произведения Олдоса Хаксли, которое впервые было опубликовано в 1932 году. Автор переносит нас в далекое будущее, в 26 век. В обществе того времени запрещена моногамия, отсутствует институт семьи, презирается какая-либо приватность, а помнить историю страны не камильфо. Чтобы каждый из нас почувствовал перемены к лучшему. Люди в этом дивном новом мире живут в счастье и согласии. Или так только кажется. Антураж простенький, лаконичный, напоминает мой любимый «Эквилибриум» 2002 года. Зато на актеров не поскупились. Олден Эренрайк из фильма «Хан Соло. Звездные войны», Гарри Ллойд из «Игры престолов», Ханна Джон Камен из сериала Killjoys и Деми Мур, которая в представлении не нуждается. Но раз уж ранее я говорил о стриптизе, в ее карьере и такое кино было. Надеюсь, сценарий тоже не подкачает. Также сервис Peacock представит драму «Ангелина». История реальная. Лента основана на журналистском расследовании The Hollywood Reporter о таинственной Ангелине. Американка Ренни Голдберг изменила имя, создала образ роскошной блондинки в розовом кадиллаке и стала рекламировать не какой-то конкретный продукт или услугу, а саму себя. Еще в 80-х, до того, как это стало мейнстримом с появлением соцсетей. Для продвижения она использовала рекламные щиты Лос-Анджелеса. И там шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. А теперь вернемся к гигантам стриминговой индустрии. «Фэнтези проклятая» от Netflix. Экранизация иллюстрированного романа от комиксиста-сценариста Фрэнка Миллера и сценариста-продюсера Тома Уиллера. Сразу понятно, что создавалась книга с прицелом на телевизионную адаптацию. По сути, это переосмысление предыстории легенды о короле Артуре. Но в центре не он, а как это сейчас модно, девушка. Избранная, обладающая магическим даром Нимуэ, вместе не с королем, а на тот момент простым воином, отправляется на поиски Мерлина, чтобы передать ему древний меч. В роли легендарного волшебника Густав Скарсгард, Флоки из «Викингов». Параллельно Amazon Prime запустит третий сезон криминальной драмы «Амнезия». В завязке первой части агента ФБР, которая давным-давно пропала без вести, признали мертвой. Затем она все-таки нашлась и сразу попала под подозрение в серии убийств. Не смотрел, но трейлеры норм. Чуть позже на TNT выйдет второй сезон исторического детектива «Алиенист». Если 2 года назад авторы адаптировали под голубой экран одноименную дебютную книгу американца Калеба Карра, то сейчас взялись за сиквел «Ангел тьмы». У нас эту серию издает АСТ. Действие романов разворачивается в Нью-Йорке конца 19 века. Доктор Ласло Крайцлер, который изучает психологию убийц, его друг-художник Джон Мур и секретарь полиции Сара Ховард вместе помогают правоохранителям расследовать преступления. В продолжении телевизионщики в эту сюжетную канву еще и актуальных проблем подкинули. В наше время без этого никак. Они поговорят о роли женщины в обществе, имущественном расслоении, коррупции и погоне желтой прессы за сенсациями. На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. 21 июля на Netflix можно будет посмотреть новый сезон немецкой криминальной комедии «Как продавать наркотики онлайн быстро». Старшеклассника Морица бросила девушка ради школьного драгдилера. Чтобы произвести на нее впечатление и отбить у конкурента, парень решает его превзойти. Вместе с другом он запускает онлайн-платформу по продаже всякой дури. Дело довольно быстро набирает обороты и выходит на общеевропейский уровень. Деньги льются рекой. Мама, криминал. Сценаристы вдохновлялись реальными событиями. Вот только в жизни конец был не веселый. 7 лет тюрьмы. Не связывайтесь со всяким запрещенным дерьмом. И о здоровье своем подумайте. Между тем лента обрела большую популярность, особенно в Германии. Она даже получила местную телевизионную премию Grimme Preis. Завершит месяц тоже Netflix с
продолжением нестандартной супергеройки Академия Амбрелла. По мотивам одноименного комикса Джерарда Уэя, вокалиста группы My Chemical Romance. Однажды женщины по всему миру начали ни с того ни с сего рожать, быстро и непорочно. Несколько детей из тех, что появились тогда на свет, усыновил миллиардер Харгривс и сделал из них команду супергероев. Потому что они, конечно же, обладали сверхъестественными способностями. Через какое-то время подопечные разбежались кто куда, однако смерть приемного отца снова собрала их в одном доме, а тут и апокалипсис подоспел. Актеры все хорошие, но меня особенно радует, что там играют Эллен Пейдж из фильма «Начало» и Роберт Шиен из «Отбросов». Первая часть была бомбической, динамично, ярко, музыкально и эксцентрично. Надеюсь, вторая будет не хуже. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Пока.